Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы и братья, с особым чувством радости, искренней, я вступил на Калининградскую землю после более чем двухгодичного перерыва. И сегодня имею возможность встретиться с вами, обменяться какими-то мыслями, послушать вас, послушать тех, кто будет выступать. Ну и очень надеюсь, что собрание наше всем будет на пользу. Мне хотелось бы несколько слов сказать вот о чем. Мы прожили, еще проживаем достаточно непростое время, связанное с определенной изоляцией. Это было продиктовано и пандемией, очень опасной болезнью, которая унесла жизни, в том числе и значительного количества духовенства. Но теперь, по милости Божией, эта напасть уходит. Но, с другой стороны, как вы знаете, возникают другие сложности и другие проблемы. И здесь, в этом российском анклаве, я думаю, особенно чувствуется, что общая атмосфера, в том числе политическая атмосфера, не становится лучше, спокойней. Но такова вообще история человеческая. Одна эпоха сменяется другой эпохой, одни вызовы сменяются другими вызовами, а Церковь Божия продолжает свое спасительное служение. Что только не произошло за 2000 лет христианства. Какие только режимы не сменились, какая только власть не сменилась, какие политические силы не сменились. Те силы, которые господствовали над миром, вспомнить могущественную Римскую империю, казалось, что ничто не может сокрушить эту силу. Империю, которая основывалась на очень сильной языческой культуре, которая возвышала Рим над всеми остальными, кто жил за пределами империи. И потом исчезла эта империя. А вот вера Христова существует в народе нашем. И, конечно, самым тяжким испытанием было время безбожия, когда борьба с верой, с религией была провозглашена политической задачей государства. И народ наш прошел через тяжелейшие годы испытаний, а вера православная сохранилась. Вот это свидетельствует о том, что Господь есть Господин истории, что Господь ведет свой народ, что никакие силы не могут одолеть Церковь Христову, если только сама Церковь изнутри себя не подтачивает человеческим грехом, недостатками, проблемами, конфликтами. Поэтому вопрос о внутрицерковной жизни, о характере этой жизни, я бы сказал, вопрос о духовной силе, в первую очередь нашего духовенства, которое призвано передавать эту силу и всему народу, но является самым главным с точки зрения, в том числе и сохранения Церкви. На духовенстве лежит огромная ответственность. И поэтому я всегда с особым чувством обращаюсь к собранию священнослужителей, потому что понимаю, что от каждого из тех, кто меня слышит, многое зависит. Вы передаете свои мысли, свое настроение, свою веру, свою убежденность вашей пастве. И то, что происходит в сердцах людей, прямо зависит от того, что в наших сердцах. Потому что если наше сердце пусто, если наше сознание религиозное ослаблено, то не способны мы передавать сильные, обогащающие других духовные импульсы. Поэтому еще хочу раз сказать, что от духовного состояния каждого священнослужителя зависит духовное благополучие его паствы. Ну а какие вызовы вот этому духовному состоянию? Ну когда-то, как уже было сказано,
внешние обстоятельства, неблагоприятные, мешали, ставили нас в положение, когда не очень-то можно было развернуться. Сегодня ничего этого нет. Сегодня существует только одна сдерживающая сила – это мы сами. Значит, тем больше ответственности пред Богом за все то, что мы делаем, братья. Нас сейчас никто не сдерживает, нет никаких сил, которые бы способны были ограничить нашу церковную миссию, кроме нас самих. Вот, а тут-то как раз и главная проблема. Есть такое понятие, когда как бы затухают пасторские силы, затухает ревность в служении. По-разному это явление обозначается. Некоторые употребляют такое слово «пасторское выгорание». Вот выгорает как бы потенциал священника. Но как бы не назвать это явление, оно ведь присутствует в той или иной степени. И, наверное, каждый священнослужитель проходит через такое испытание в той или иной степени. Начинается все с привыкания, начинается все с того, что, ну что мне каждый раз к проповеди готовиться, я и так все знаю, ну что я там скажу, и все равно спаси Господи скажут. Начинается с того, что не всегда мы готовы идти к тем, кто, ну, то, что называется, без особого благоговения, трепета нас слушает. Не всегда мы готовы защищать нашу веру, в том числе и публично. Вот все это во многом зависит от нашего внутреннего духовного состояния, от горения внутреннего, от силы нашего пасторского призвания. Я все это говорю потому, что, во-первых, знаю, что каждый священнослужитель проходит в своей жизни на пасторском пути через такие периоды. Но, слава Богу, когда это все заканчивается, и когда с новыми силами священнослужитель, осознавший радость своего служения, осознавший то, что служение Богу является его призванием, продолжает свое дело. Тогда все возвращается на круги своя, и человек, обогащенный даже этим опытом такого истощания духовного, становится еще более сильным. Но иногда, ну что ж греха таить, вот это истощание становится как бы нормой жизни. И тогда ослабевает пасторское чувство, тогда ослабевает стремление молиться и готовность совершать богослужение. Ну и пасторское служение просто превращается в какую-то профессию, которая приносит материальный какой-то достаток. Ну вот и все, а все остальное исчезает. Вот не дай Бог нам, чтобы такого рода состояние присутствовало в нашей жизни. И особенно сейчас. Время очень непростое. Вообще простых времен не бывает. Но это время требует от нас особой пасторской ревности. Во-первых, потому, что если на излете советского времени, многие из вас это помнят, уже вы были в сане в то время, возможность человека услышать проповедь, пойти в храм, помолиться, было чем-то таким, ну, очень вдохновляющим, было новым, необычным. То, что называется, огромный поток людей устремился в храмы. Не всех мы удержали тогда в храмах, что греха таить. Многие пришли, а ушли опять в мир Божий. Кто-то остался. Но вот сейчас ничего подобного не происходит, но это не значит, что мы должны привыкать к тому положению, достаточно благополучному, в котором мы находимся. Мы должны постоянно понимать, что состояние души людей, нашей паствы, может меняться, и оно меняется в зависимости, в том числе, от внешних факторов, от влияния различного рода псевдокультуры, от соблазнов, которые обрушиваются на человека. Поэтому так важно, братья, не терять этого внутреннего, если хотите, огня, вот этой силы внутренней, которую Господь дает нам через рукоположение, ревности. Это самое главное. Нельзя потухнуть, нельзя превратиться в маленький такой фитилек, от которого больше копоти, чем света.
Я говорю это все потому, что, во-первых, знаю, что большинство из вас является ревностными пастырями, и вы достойно совершаете свое служение. Но вот иногда это привыкание ко всему благополучному и спокойному понижает нашу ревность. Вот дай Бог, чтобы этого у нас с вами не происходило. Но вот еще, я думаю, о чем-то надо сказать. Степень влияния духовенства на общество, во многом зависит от того, насколько мы себя сознаем ответственными за дело Божье. Ведь можно так вот служить в храме, совершать требы, вот жить в каком-то таком достаточно уютном и спокойном мире. У нас, как всегда, какая-то паства, какие-то прихожане. И некоторые говорят, а что нужно больше-то? Но на самом деле мы постоянно должны ставить перед собой те задачи, о которых мы, может быть, даже в данный момент и не очень хорошо задумываемся. А вот очень просто поставить перед собой задачу. Вот едешь на машине по городу, видишь людей, спроси самого себя, а какой процент из этих людей в воскресенье в храм приходит? Вот и все. Вот и обозначатся наши задачи. Мы не задаем себе этих вопросов, мы привыкаем к тому, что у нас есть. Особенно, если то, что у нас есть, еще материально нас обеспечивает. А вот этот народ, который по улицам ходит, а эта молодежь, которая заполняет стадионы и танцплощадки, это наш народ, это наши люди. В основном это русские по происхождению православные люди. Поэтому вот я бы хотел, чтобы вот эта пасторская ревность никак в нас не угасала, чтобы мы постоянно перед собой ставили задачи. Что я делаю как священник на своем месте, чтобы было больше людей в храме, чтобы было больше молодежи, чтобы действительно мой приход занимал более важное место в жизни тех людей, которые живут рядом. Будь то город или поселок, или просто городской район.